Ребят, всем здорово. Такая крутая бейсболочка у меня. Давно она валяется. С такой крутой побрякухой. Ну, короче, из этой крутой побрякухи никто ее покупать не хотел. Пришлось забрать себе. Наконец-то дошли руки что-то с ней сделать. Я давненько на нее поглядываю. Короче, снимаю эту железяку. Блин, здесь еще, оказывается, сильно наляпано клеем. Китайцы, видать, хотели что-то другое приклеить, а потом не получилось. Закрыли всю эту фигню вот этой железякой. Чем же закрыть? Короче, долго думал, чем же закрыть. Нашел в гараже такую кофту на папире с такими шеврончиками. Обрезал 2 шеврона. Думаю, этими шеврончиками сейчас прикрою всю эту мотню. Красный, конечно, офигенно бы прикрыл бы всю эту фигню. Ну, блин, как-то он великоватый. Что-то вот мне не нравится. Маленький классно, конечно, смотрелся бы. Но тогда остается дырка и клей. Ну, короче, ребят, решил все-таки оставить маленький шеврончик. В принципе, классно будет смотреться. Дырку, думаю, зашить. Ну, а с клеем что-то сделаю, не знаю. Попробую как-то его удалить. Короче, зашиваю дырку. Ну, так вот получилось. Ну, в принципе, неплохо. Единственное, что пока шил, нитку вымазал. Нитка стала грязная. Придется постирать. Ну и как-то избавиться от клея. Думаю, постираю, потом утюгом попытаюсь этот клей немного разогревать и снимать. Короче, вот так получилось. В принципе, довольно-таки неплохо. Ну, дырочку немножко видно, конечно. Не получилось у меня полностью от нее избавиться. Клей немножко просматривается тоже. Я уже утюгом пытался его убрать. Это еще такой дешевый китайский акрил. Он хорошо впитывает. Сильно махинации сильные проводить над ним тоже нельзя. Да, здесь тереть щеткой. Я начал тереть. Ткань сильно кошлатится. Ну, в общем, как-то так. В принципе, если сдалека оно особо не видно на голове. Неплохая бейсболочка получилась. В принципе, на сезончик, думаю, хватит. Ну, а там до конца сезона ей будет жопа, я думаю. Как-то так.